Друзья, всем привет! Вы на мужской кухне, с вами Владимир. Знаете, что я люблю больше всего готовить? Угадайте, не угадайте. Я люблю больше всего готовить ребра, ребята. Вот такие вот классные свиные ребра. Но моя супруга говорит, как ты уже надоел своими ребрами, честно говоря. А я их люблю, ну что мне делать? Сегодня мы с вами приготовим классный вариант хорошего домашнего ужина или, может быть, даже праздничного ужина. Потому что, ну, на самом деле, та подача и тот вкус, и, в общем-то, та презентация, да и вообще, собственно, само блюдо, слушайте, оно реально создает праздничное настроение, просто даже если его приготовить в суровые какие-нибудь будни. Блюдо, короче, вообще не заморочливое, готовится очень просто. Не скажу, что прям очень быстро, потому что это ребра всегда надо потомить немного, чтобы они получились мягкие и сочные. Начнем мы с гарнира. На гарнир у нас будет картошка. Картошка будет, в итоге она получится у нас очень хрустящая. И для того, чтобы она получилась вот такая вот хрустящая, ароматная, вкусная, я вам раскрою сейчас один маленький секрет, что нужно сделать, как ее лучше приготовить. Мы с вами часто готовили картошку на гарнир, но сегодня пойдем чуть-чуть другим способом. Сначала мы ее нарежем и потом немножечко приварим. Ну, все стандартно, ничего нового. Картошку сразу положили в воду, где будем варить, холодную воду. Немного сразу присолим. Буквально пару щепоток соли. Ставим на огонь и варим буквально 5-7 минут. Нам нужно просто немного приварить нашу картошку, чтобы не выделялся потом впоследствии крахмал при запекании. Пока варится картошка, займемся нашими ребрами, подготовим их к запеканию. И для красивой презентации нужно сделать следующее. Нужно немного надрезать ребра от... между ребрами сделать такие прорезы, небольшие такие по сантиметру, для того, чтобы ребра в процессе приготовления красиво раскрывались. С одной стороны переворачиваем и делаем это то же самое с другой стороны. Так, и для того, чтобы немного ребра примариновать, все, что нам нужно, мы немного присолим их. Можно крупной солью, можно, в принципе, мелкой солью, неважно. Немного черного перца. Можно брать дробленый перец, будет немного лучше, потому что он не так будет подгорать с одной стороны, и делаем то же самое с другой стороны. Конечно, по желанию можно добавить еще каких-то любимых специй в процессе вот такой вот небольшой мариновки, но мы с вами будем дальше делать очень интересную глазурь, которая, в принципе, будет достаточно яркая, насыщенная и вполне украсит вкусовые все качества наших с вами ребер. На мой взгляд, этого более чем достаточно. Значит, берем вот такую ленту ребра и заворачиваем вот таким вот образом. Делаем такую корону. Вот такая получается корона. И делаем то же самое со вторыми ребрами. Сворачиваем таким вот образом. Можно немножко так, чтобы она все-таки не здесь было кое-какое расстояние, чтобы не прям вплотную смотано было. И обвязываем веревкой. Берем противень, я застелил пергаментом и просто ставим сюда наши ребра и накрываем их хорошо фольгой. Хорошо укутываем фольгой, желательно в 2 слоя. Ставим в духовку на температуру 160 градусов где-то на час 20, час 30. Забываем за ребра, пусть они тушатся, хорошо протушатся, прожарятся. Картошка у нас уже практически подварилась, там 5-7 минут, напомню. Картошку снимаем, убираем и занимаемся нашим соусом. Будем делать наш соус на основе кетчупа. Ну, точнее сказать, мы будем готовить с вами кетчуп. Кетчуп, если знаете, делается с чего? Правильно, раньше делался из яблок. И поэтому мы отожмем у детей такое чудесное детское пюре яблочное. И будем делать на основе этого яблочного пюре. Возьмем 200 грамм яблочного пюре, отправляем сюда в кастрюльку. Отправляем сюда еще 200 грамм перетертых томатов, ну или томатного сока. Сюда же добавим грамм 30-50 соевого соуса. Можно классически добавить мед, но я добавлю кленовый сироп. Он даст свой оригинальный вкус. Немного добавим черного перца.
щепотку. Значит, и настоятельно рекомендую добавить корицы на кончике ножа и буквально 2-3 бутончика гвоздики. И еще добавляем сюда сок половины лимона. Для того, чтобы придать такой глянцевости нашему маринаду, обмазке, обязательно добавьте грамм 30-50 сливочного масла. Добавили все ингредиенты, ставим на огонь, доводим до кипения, кипятим 3-4, ну, до 5 минут. Если хотите, чтобы консистенция была погуще вашего соуса, ну, проварите там 5-7 минут. И обязательно нужно помешивать, чтобы не пригорело. Соус достаточно густой сейчас уже на этом этапе. Ждем готовности ребер, предварительной готовности. Кетчуп, наш соус остывает. Давайте еще подмаринуем картошку, чтобы она тоже была уже такая насыщенная вкусами, всеми ароматами и была готова тоже к запеканию. Возьмем немного соли, пару щепоток. Я уже не раз вам показывал, как я примариновываю картошку. Значит, возьмем еще немного ароматных трав. Здесь у меня орегано, базилик, можно итальянские травы. Возьмем также чуть-чуть черного перца и буквально чайную ложку сладкой паприки. Заправим оливковым маслом, можно растительным просто маслом. И все перемешаем. В таком состоянии оставляем немного примариноваться. Так, ну что, прошло 1,5 часа практически. Давайте глянем, что у нас здесь происходит. Ребра подрумянились, но, конечно, еще недостаточно они у нас запеклись, зарумянились. Собственно, будем сейчас это покрывать нашей чудной глазировкой. Придавать цвет, вкус, аромат. Обязательно пройдитесь по внутренней стороне, чтобы глазурь везде попала, потому что, ну, это же еще и вкус. Так, здесь прошли. Отправляем сюда нашу картошку, засыпаем между ребрами. Так, ну отправляем нашу красоту в духовку еще на 30 минут. Температура 200 градусов. Повышаем температуру, чтобы уже запекалось. И еще за эти полчаса хотя бы 2-3 раза еще заглазируем ребра, чтобы получить красивый насыщенный цвет, как будто бы они у нас коптились на гриле где-то. Вот такой вот результат, просто барбекюшный такой, именно то, что надо. Заряжаем в духовку. Красота, это прекрасно выглядит, и это вполне может быть шикарным праздничным блюдом. Нужно обязательно попробовать. Начнем с того, что мы попробуем нашу картошку. Кстати, вот соус, который варили на маску, да, она вполне может быть кетчупом. Причем классно, пряный. Ну, смотрите, мне полчаса не хватило. Все от духовки зависит. Я допекал где-то минут 40. И то картошка еще получилась такая недостаточно хрустящая. Поэтому смотрите по температуре, можно 200-220 градусов. Пробуйте, экспериментируйте, обязательно приготовьте. Я хочу попробовать эти шикарные ребра. Я на них смотрю, и у меня прям душа радуется. Ребята, нет слов. Шикарно. Даже не хватает словарного запаса, чтобы передать, как это вкусно. Ребята, вы обязательно должны это приготовить. Шикарные ребра. Я обожаю ребра. И это где-то по моему рейтингу ребер, ну, на 9 из 10 баллов. Просто шикарно. Готовьте, у вас обязательно это получится. Получится так же классно и вкусно. Удивите своих родных и близких. И удивите себя в конце концов. И сделайте себе приятно, я вас прошу. Ребят, подписывайтесь на канал. Присоединяйтесь к нашей дружной мужской компании. Ну и не только мужской. Компании нашей мужской кухни. Всех был рад видеть. Всем до скорых встреч. Всем пока.